Привет, я решил создать серию коротких видео о том, как работают экспериментальные декораторы, рефлексия и новые декораторы в TypeScript. Мы будем рассматривать, что вообще происходит, когда ты пишешь декоратор, когда именно он вызывается, каким образом он влияет на код. Постараюсь раскрыть нюансы применения декораторов, чтобы у тебя было понимание, где и как это можно использовать. Итак, для начала давай определимся, что такое декоратор. Декоратор — это специальная функция, которая может быть применена к классу, к методу класса, к параметру метода и к свойству класса. Вот таким вот образом. По сути, декораторы применяются для логирования, валидации, измерения времени выполнения кода, авторизации, dependency injection. То есть, по сути, это способ прикрепить дополнительное поведение к коду, не изменяя его внутри. Первыми мы будем рассматривать старые декораторы, их еще называют экспериментальными. Они до сих пор активно используются, есть много современных фреймворков, которые все еще используют именно их, поэтому стоит знать, как они работают. Прежде всего, чтобы работать с такими декораторами, необходимо в файле tsconfig.json эти экспериментальные декораторы вот таким вот образом включить. Этот параметр включает экспериментальные декораторы, и теперь, когда мы применяем декоратор, TypeScript будет передавать ему информацию о декорируемом элементе. Давай теперь рассмотрим один пример. Вот есть тут класс example, у него есть ряд методов, которые выполняют какую-то операцию. И на все эти методы навешен декоратор logMethod. В файле индекс просто все эти методы поочередно вызываются с определенными параметрами. И, собственно, сам наш декоратор. Он выглядит вот таким вот образом. Здесь у него есть определенная сигнатура. Мы ее детально будем разбирать немножко позже. Сейчас самое главное это то, что у него есть третий параметр, это descriptor. И у descriptor есть поле value. В value лежит, собственно, наш метод, то есть который мы декорируем. И в данном примере мы его отдельно запоминаем, кладем в переменную, и потом мы его в descriptor value мы переопределяем. То есть мы создаем новый метод, новую функцию. Она будет принимать аргументы, которые принимает сам метод, декорируемый. И здесь добавляется дополнительная логика. В данном случае это логирование, и еще происходит вот таким вот образом измерение времени, и тоже мы это логируем. И самое главное, это вызов нашего исходного метода вот таким вот образом, метода, который мы декорируем, но вызываем мы его не просто вот такими скобочками, а в него вызываем встроенный в JavaScript метод apply. Метод apply, он позволяет передать внутрь этого метода контекст this. То есть через ключевое слово this мы в классе обращаемся к полям и методам класса. И мы этот контекст this передаем внутрь этого метода, а вторым параметром передаем аргументы. Теперь давай попробуем выполнить этот код и посмотрим, какой будет результат. Вот я запустил, и что мы здесь видим? У нас произошло логирование для всех методов, и мы видим, что вызывается такой-то метод с такими-то аргументами, время выполнения заняло такое-то время, и результат такой-то. И так произошло для всех методов. То есть вот таким вот образом работают экспериментальные декораторы в TypeScript.